Для слайд-проекторов, этот проект назывался «Симфония для слайд-проекторов», вот он показывает свой платье. Платье Вермутера. Много не показывал. Много не показывал. Но вот я надеюсь, что видео, он старый, и поэтому... То есть это запрограммированные под музыку. Слайды перещелкиваются, то это старые слайд-проекторы, они воспроизводят довольно громкий звук, щелчок. И когда их очень много, вот у меня один песчаный, это было на первой выставке, когда делали галерею, галереи переформатировали, то галерея играла песчаная, мы собрали картины тех художников, которые когда-то там выставлялись. Так как сейчас туда пришло современное искусство, до этого было там несколько каких-то художников искусства, мы собрали картины, и Аня привезла эти проекторы, но мы выключили звук. То есть там существует, да, правильно я говорю, существует некая программа, которая рандомно, то заводит и перестает заводить эти слайд-проекторы, и они работают в таком рандомном, не в рандомном, а вот скажем правильно, там какая-то фишка какая-то, да. Там не просто рандом, рандом это то, что происходит в любой момент времени, а там просто немножко не так. Одно из проектов, в котором мы с Комаровым экспериментируем, то, что мы берем, как бы музыка, она себя, тактуется, если мы чаще всего ставим лист, 32, 16, 8, соответственно, ты можешь взять какую-то там скорость, например, если там техно, условно техно, это 120 битрей, то есть это 2 удара в секунду у тебя происходит. Значит, ты можешь взять, если ты будешь что-то делать каждую 4 секунду, то это у тебя будет со скоростью 120 битрей, так или иначе. То есть мы взяли какую-то базовую скорость, и, грубо говоря, там первый идет в секунду, этот следующий идет в 8, этот потом идет в 10 и в какую-то еще. То есть, и поэтому как бы это было случайно, но это случайно запрограммировано все равно в структуре музыкальной композиции, и поэтому это было гармонично. Да. И то есть они щелкают как бы под музыку. И то, что вот сейчас Аня показывала, там была и музыка, и как бы вот это вот... Генератор, отдельно сделан генератор, генеративный синтез, там стоял на максимум спин написан синтезатор, который генерировал отдельно одновременно какую-то там ноту или что-то еще. То есть это композиция в пространстве, плюс еще много колонок, плюс еще каждый диапрекор свой звук издавал картинку. То есть это получается пространственно, акустический генератор. Да. Ну, но когда это показывали на песчаной, мы выключили музыку. Да, было что я пытаюсь сказать. И был просто оркестр вот этих. Они играют как бы под музыку, которую мы не слышим, например, наша сегодняшняя без звука. Вот, без голоса. Они играют музыку, но мы не слышим музыку, а мы слышим только ее эхо. Там без, понимаете, вот совершенно нашу тему, понимаете? Он нравится, он гармоничный, мы чувствуем, что гармония есть, но мы не понимаем, почему она есть, потому что там может играть все что угодно, может быть это джаз играет, а может быть это... Слушай, не мешай мне, я объясню, потому что у них есть четко, у них есть переключение, то есть это длительность. Эта длительность, она завязана на ритм. То есть та скорость, они все переключаются всегда с одинаковой скоростью. У них есть там свои секвенции механические, то есть переключение кадра. И поэтому, исходя из длительности вот этого процесса, мы построили общую скорость композиции на этом заряде. Высоко, низко вы не брали, да? Там нота высоко звучит? А там нет. Когда, если вы то, что вы говорите, что звук выключили, то как бы только ритмическая составляющая осталась. А когда, если брать ноту, то и опять же взятые тонально устойчивые аккорды, то есть там мажор какой-нибудь или не мажор какой-нибудь там. В общем, вот как гармонично устойчивый. То есть есть устойчивый аккорд, если разложишь, он у тебя будет там из 12 нот состоит. Ты закладываешь эти 12 нот, это значит, что ты никогда не обладаешь. Ты берешь первую или берешь восьмую, они всегда вот будут в гармонии, ты работаешь в них. То есть здесь именно задача стоит создание гармоничной, а гармоничность
значит, тонально надо устроить. Насчет проекторов, слайд-проекторов должна отметить, что это первое поколение кодековских проекторов, потому что там вот звук, собственно, издается тем, что там защелкивается, ну, перещелкивается слайд, и там падает такая металлическая пластинка. Потом следующее уже поколение собрания, что нам не нужна, потому что по-другому это закрывает. Так что это только определенная модель так себя ведет. Они просто перестали щелкать. Ну, как апогей вот этого всего, то есть потом был проект сделан специально для художника Ленина. Это два кодековских проектора, которые переключались вот так вот, с максимальной скоростью возможной, и направлены в одну точку. То есть пока перещелкивался один, там как бы у одного, получается, закрывается лампочка, и там чернота, включается другой. И мы сделали ему как путешествие такое, то есть как тоннель бесконечно. Получается, что мы на слайд-проектах сделали, ну, как видео, как анимацию, получается, сделали. Вот так это работает.